Всем привет, друзья! Сегодня пеку ликерные пряники. На моем канале уже есть несколько рецептов, все они очень удачные. Сейчас немного отступлюсь от темы. Моя просьба всем кулинарным блогерам, которые пекут пряники по моему авторскому рецепту, внизу под видео указывать, чей это рецепт. Для меня это очень важно, так как рецепты пряников я разрабатываю сама, и это доставляет мне такое очень гастрономическое удовольствие. И заходя на блоги других кулинарных блогеров, я вижу, что это мой рецепт, сделан один к одному, но блогеры, к сожалению, не указывают авторов и зарабатывают на этом огромные деньги. Так, давайте приступим к рецепту. Для рецепта мне понадобится 250 мл концентрированного молока. По-немецки оно называется Конденсмильch. Здесь 10%. Этим молоком забеливают кофе. Молоко нужно довести до кипения при постоянном помешивании. Выливаю в чашу. Добавляю сюда 1 чайную ложку с горкой соли. У меня обычная столовая. Засыпаю сюда 100 грамм муки. Завариваю муку с молоком. Все хорошенько перемешиваю. Можно вот так собрать еще со стеночек, чтобы мука хорошо вмешалась. Соль в сладкую выпечку добавляю для баланса вкуса. Если не добавите соли, тогда ваши пряники получатся такие пресные, безвкусные. Обязательно добавляйте соль. Это такой объемный рецепт, поэтому чайная ложка с горкой. Все хорошенько размешала. Добавляю сюда 4 пакетика ванильного сахара. «400 грамм сахарного песку» и все хорошо перемешиваем. Все продукты должны хорошо соединиться. В этом рецепте нам понадобится 125 грамм топленого сливочного масла. Масло распустила, до теплого состояния нагрела. Хорошенько масло вмешиваем. Обычное сливочное масло в этом рецепте не предусмотрено. По-немецки это масло называется Butterschmalz. Его можно купить в любом супермаркете. Все, вмешиваем маслечко. Добавляю 5 желтков. Желтки вмешались. Теперь добавляю сюда 250 мл яичного ликера. Ликер этот можно купить также в любом крупном супермаркете. Теперь беру 150 грамм темного изюма, отправляю сюда 100 миллилитров яичного ликера. И все это нужно будет измельчить с помощью блендера в кашу.
Друзья, как вы видите, рецепт такой очень объемный, но все продукты такие простые, доступные. Их можно купить в любом магазине. Так, вот эту всю изюмную смесь отправляю к жидким продуктам. Так, с крышечки тоже все соберу. Если вы не любите изюм, в этом рецепте он даже не почувствуется. Просто вот этот виноград сухой придаст пряникам такой неповторимый аромат. И вкус сладости будет такой необычный, нестандартный такой вкус сладости. Теперь нужно будет сюда добавить аммоний. По-немецки это называется Hirschhornsalz. 1 чайную ложку. С добавлением аммония пряники долго не черствеют и получаются такие невесомые, очень легкие. Вот сейчас размешиваю с водичкой. Здесь 3 столовые ложки кипяченой остуженной воды. Все перемешиваю. Добавляю 1 килограмм 100 грамм муки. Вот здесь 1 килограмм, я еще просеяла сюда 100 грамм. Обычная мука под номером 405. Поверх муки высыпаю 150 грамм кукурузного крахмала. По-немецки называется майсштärke. И 3 пакетика разрыхлителя. Обычная сода в этом рецепте не предусмотрена. В каждом пакетике по 16 грамм. Вот, все это дело высыпаю и замешиваю тесто. Сначала с помощью силиконовой ложки. И вообще весь процесс вот я замешиваю силиконовой ложкой. Потому что пряничное тесто, оно получается таким липким. Ему нужно дать время, чтобы оно отдохнуло. Тесто будет отдыхать при комнатной температуре где-то около 2 часов. Это тесто можно замесить с вечера и утром выпекать прянички. Друзья, рецепт вот просто замечательный. Эти пряники могут кушать также и детки, так как алкоголь при выпечке выветривается. Но вкуснее пряников на моем канале есть различные авторские рецепты пряничков, но это просто шедевр кулинарного искусства. Вот, сама себе делаю рекламу. Мой канал не продвигается положенным образом, так как мне хотелось. К сожалению, не знаю, в чем причина. Но для меня это не важно. Я работаю здесь не за деньги, а просто мне нравится готовить, и мне нравится делиться с вами, мои друзья, этими замечательными рецептами. Друзья, в итоге у нас получается, вот посмотрите, какое тесто, оно такое очень тяжелое, в то же время липкое, липнущее к ручкам, поэтому замешивать тесто рекомендую вот силиконовой ложкой, такой вот объемной, потому что с рук тесто будет очень тяжело снять. Вот, замесили и теперь отправляем на отдых. Для того, чтобы тесто сверху не заветрилось, накрываю его крышкой или полотенчиком. Вот, посмотрите.
Тесто получается с такими вот вкраплениями изюма. Отдохнувшее тесто готово к работе. Формируем пряники. Пряники можете, друзья, формировать любым для вас удобным способом. Я сегодня хочу показать вам новый способ. Прянички получаются очень красивые, аппетитные. Легко ложатся в ручки и молниеносно исчезают. Эти пряники я назвала 30-граммовые ликерные пряники. Берем кусочек теста, рабочую поверхность припыляю небольшим количеством муки. Муки здесь много не нужно. Пряничное тесто, забитое мукой, получается тоже невкусным. Пряники будут такие сухие, а нам нужны сочные прянички. Беру вот, делю на такие небольшие порционные кусочки весом 30 грамм. Каждый кусочек буду замерять на весах. Вот, посмотрите, друзья, тесто совершенно не липнет к перчаткам. Рекомендую прянички формировать в перчатках. К силикону тесто совершенно не прилипает. Друзья, вот беру теперь каждый 30-граммовый кусочек, скатываю в шарик. Вот, получается вот такой вот шарик. И теперь этот шарик начинаю раскатывать в колбаску. Вот, получается вот такой вот пряничек. Прянички буду укладывать на противень, застеленный пекарской бумагой на расстоянии друг от друга, так как пряники очень хорошо поднимаются. Вот, скатали в шарик, и теперь этот шарик раскатываю в жгутик. Вот, посмотрите. Все очень легко. Тесто эластичное, такое блестящее, не липнущее. Друзья, вот, посмотрите. Прянички у меня расположены на расстоянии друг от друга. Вот эту вот третью линию пряничков я сделала немножко подлиннее. Отправляю в заранее разогретую духовку на 180 градусов. Время выпечки засеку. Но где-то пекутся они около 15 минут. Обращайте внимание на особенности своей духовки. Друзья, первая партия пряничков уже почти на подходе. Готовим глазурь. Глазурь будет на основе белков. Пряники буду сразу после выпечки глазировать, так как белок должен пройти термическую обработку. Прянички очень быстро подсыхают и становятся такими красивыми, праздничными. Глазурь можно приготовить любым удобным для вас способом. Можно приготовить на основе сахарной пудры и концентрированного молока. То молоко, что я вот вам и говорила, использовала в приготовлении теста. Концентрированное молоко, condensed milk, 10% fat. Можно также использовать обычное молоко, сгущенка, сахарная пудра. Даже на основе лимонного сока или воды можно приготовить глазировку для пряников. Так, в глубокую чистую миску отправляю 2 белка, белки средних яиц, щепотка соли, щепотка лимонной кислоты,
Лимонку можете не добавлять, но мне нравится. Все это взбиваю венчиком. Кристаллы соли и лимонной кислоты должны хорошо в белках раствориться, а потом только добавляю сахарную пудру. 250 грамм сахарной пудры. Вот, посмотрите, какая пушистая смесь у меня получается. И вот теперь постепенно сюда добавляю сахарную пудру. Обычная сахарная пудра. Вот так вот небольшое количество сахарной пудры взбили с белком. Добавляем следующую порцию. Глазурь должна быть такая вот белоснежная, глянцевая, блестящая, такая вот беленькая, как снежок. Друзья, первая партия пряничков готова. Выпекала я их ровно 17 минут. Посмотрите, какие красивые, румяные они у нас получились. Следом ставлю в духовку следующую партию. Друзья, прянички выпекаю в режиме вверх и низ без конвекции. Вот, посмотрите, какая красота. Пряничек очень мягкий такой, невесомый. Так, теперь прянички буду сразу горячими смазывать сахарной глазурью, белковой глазурью. Вот, беру глазурь и наношу сначала на донышко. И теперь вот наношу наверх пряника вот такими вот движениями. И тогда пряничек получается такой, как магазинный, с вкраплениями. Вот, посмотрите. Глазурь очень быстро высыхать будет на пряничках, на горячих. И тем самым тоже проходить термическую обработку. Белок очень быстро заваривается на горячем прянике. Можно наносить 2 раза таким толстым слоем, но 1 раза здесь, на мой вкус, достаточно. Сам процесс приготовления пряников очень расслабляет и доставляет вот массу удовольствия. Так что пеките пряники. Эти прянички очень долго, друзья, хранятся. Но у нас они, конечно, не залеживаются. Но если так, культурно, каждый день по 1-2 пряничка к чаю, тогда, конечно, а мы сразу едим, пока, в общем, они не закончатся. Ну, это домашний пряник, здесь нет никаких химических добавок, как вот магазинные прянички. Их очень часто готовят с добавлением пальмового масла. Тут все домашнее. Домашнее топленое масло. Вы знаете, что вы положили в это тесто. И эти прянички можно смело кушать как взрослым, так и деткам. На праздничный стол подать не стыдно. Да и так просто побаловать себя любимых.
Я просто очень часто езжу в русский магазин и рассматриваю пакетики с пряничками различные, какие хочешь и не хочешь по вкусу. Но там очень часто содержатся вот эти вот Е-добавки химические и также пальмовое масло, пальм-фэт, что придает пряникам такой особый вкус. Они получаются тоже невероятно вкусные, но там очень много химии. Вот. Смотрите, первые прянички, они уже вот такие вот сухенькие. Глазурь застыла, подсохла. Но все равно пряники нужно хорошенько дать им подсохнуть. Если вы их будете складывать следом в общий контейнер, горячие пряники, то тогда они у вас могут размокнуть. Поэтому вот пряничкам дайте хорошо остыть. И потом их можно складывать в какую-то вот общую чашу. Или остуженные пряники потом можно разложить по пакетикам. Друзья, вот и вторая партия пряничков готова. Третий противень сформированы. Вот, посмотрите. И вот таким образом буду поступать, пока не перепеку все прянички. Друзья, разрабатывать рецепты пряников — это мое хобби. Также и выпекать их. Поэтому... Ох, горячие прянички. Поэтому буду выкладывать новые рецепты дальше. Постепенно. Работать на канале я часто не могу, так как у меня нету времени. А так бы с удовольствием каждый день готовила бы и выкладывала новые видео. Как вы заметили, мои видео выходят один раз в неделю, и то не всегда в последнее время. Друзья, вот такая гора пряников у нас получилась. Давайте вот сейчас поближе поднесу к камере пряничек. Вот посмотрите, какой он красивый, хрустящий сверху, внутри тающий во рту. Очень ароматные прянички. Эти пряники станут замечательным подарком к любым праздникам и не только. Непременно попробуйте испечь и вы. И прежде чем закончить видео, я вам хочу разломать пряничек и показать, как он выглядит в разломе. Вот, посмотрите.